Добрый день, дорогие друзья! Делаем сдобный хлеб хала, который, в принципе, делается очень легко. Давайте посмотрим, что для этого надо. Соль, сахар обязательно. Растительное масло 40 грамм здесь налито. Сахар 30 грамм. 3 яйца. Пачка дрожжей. И 210 грамм теплой воды. Ну, конечно же, присутствует мука, которой надо приблизительно 550 грамм. Сейчас я высыпаю в сахар, дрожжи и теплую воду. И это дело слегка перемешиваю. И оставляю на столе на 10-15 минут до поднятия пенной шапочки. Как видите, пенка у нас появилась. И сейчас будем добавлять постепенно остальные ингредиенты. Добавляем чайную ложку соли и 40 миллилитров, 40 грамм растительного масла. Остальное масло у меня здесь стоит для смазывания рук. И начинаем вводить муку постепенно. Просеиваем и замешиваем мягкое эластичное тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Мисочку смазала растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Кладу его в мисочку, накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать на час-полтора. Так, тесто у меня постояло ровно час в теплом месте. Теперь его можно выложить на припудренную поверхность, мукой припудренную. И разделить на 8 частей. Ну, сейчас я буду плести халу. Теперь плетем халу из 4 жгутиков. Готовые сформированные изделия у меня простояли полчаса на противне. Сейчас я смазываю их взбитым яйцом, а затем посыплю сахаром с корицей. Ставим наш хлебушек на среднюю полочку духовки. Здесь у меня стоит верх-низ режим с конвекцией. Здесь стоит 150 градусов. И выпекаем мы 35 минут. Моя хала испеклась значительно быстрее, так как у меня духовка печет
как оказалось, не за 35 минут, она справилась за 20. То есть мой совет: подстраивайтесь под свою духовку. Хлебушек пропекся, как видите. Полноценный сдобный хлеб хала. Всем приятного аппетита. До следующих встреч.